Какая болталка? Почему он там оказался? Наверное, это человеческий фактор. Колковский 612. Снижайтесь. 360. С этого начался весь кошмар. Колковский 612. Я вас не понял. Даже большое воздушное судно – это песчинка в этой стихии. Волна не пройдет, нет, сюда не дойдет. Самолет упал! Самолет упал! Первые капли дождя упали на окраине поселка Сухая Балка за 5 минут до катастрофы. Вскоре дождь зарядил так, словно целый месяц изнуряющей жары набирался сил. Жара все время стояла. У нас дождь был еще в июне месяце, ну, числа, наверное, 17-го. Вокруг поселка продуваемая ветром равнина. Единственное спасение от жары – небольшая дамба у заболоченного ручья. Мы сначала сидели вообще возле дамбы. Вот, купались, все. А после этого, как дождик начал капать, решили зайти под дерево, ну, чтобы не намочиться. Зашли под эту вот, да, под крайнюю иву. Крайняя вон она слева. Небывалой силы гроза двигалась на северо-восток. Ливень не успел докатиться до дамбы, когда из облаков появился самолет. В эту минуту он уже пропал с экранов локаторов. Тогда, когда я его увидел, он шел оттуда, вот так вот, сюда на дорогу. Он падал уже на дорогу. За 8 минут до катастрофы американский метеоспутник сделал снимок этого района земной поверхности. Белое пятно диаметром в 200 километров. Грозовой фронт, по центру которого проходит путь Ту-154 с бортовым номером 85185. Командир, пилот первого класса Иван Карагодин. По непонятной причине пилот ведет пассажирский лайнер прямо к очагу бушующей грозы. Всегда задают вопрос, почему он полетел. Потому что он летчик. Потому что не лететь он не мог. Но нужно было перестраховаться. Хотя я не знаю, как бы я сам поступил. Вадим Базыкин знал командира рейса 612 лично. Их связывали десятки лет дружбы. Опытный пилот, прошедший полярную школу Иван Карагодин, слишком хорошо знал, как опасно и непредсказуемо бывает стихия. Что могло заставить его идти на грозу? Этот вопрос станет ключевым в поиске причин катастрофы. Одновременно с официальной комиссией родственники пассажиров и коллеги погибшего экипажа начнут собственное расследование. Уникальные документы дают возможность восстановить события того дня и попытаться определить одну из возможных версий. А здесь, она на мастерской у вас тоже как бы проходил, ну то есть пролетал как бы, да? Не над мастерской, он где-то низко. Раз. Прямо круги делал, да? Эти кадры демонстрируются впервые. Они сняты жителями поселка Сухая Балка в первые минуты после катастрофы. Обломки еще горят. Люди пытаются найти хоть кого-то живым. Я вот удивляюсь, как вот, ну, работает эта следственная вообще бригада, если не опросить людей, которые видели непосредственно последние моменты полета самолета. И он пролетал не километр и не секунду, а это минуты. Минуты. Можно вот проехать в районе там этой балки, да, поселки, где видели самолет, куда пошел, как пошел. И сопоставить картину вот там последних 2 минут. Свой материал Руслан начал собирать на 40-й день после катастрофы. В Сухую Балку он приехал, чтобы установить крест на том месте, где погибли родные. Это Георгий и Руслан Ефименко, отец и сын. Вся остальная семья погибла.
Большинство билетов на рейс 612 Анапа-Санкт-Петербург раскупили в начале августа. В день вылета свободных мест уже не было. Обычный сезонный ажиотаж. И, значит, был такой момент, что мама, значит, девочку, значит, не могла улететь 21 числа, и, значит, ей обещали, что ее посадят 22 числа. И девочку, значит, она посадила этим пулковским 612-м рейсом, а сама, значит, полетела, вот должна была вылетать полчаса уже позже. Схожим образом трагедия рейса 612 свяжет и разрушит многие судьбы. Дочь Людмилы Ледневой, Наташа, уговорила мужа вместе с сыном ехать поездом. Муж недавно перенес инфаркт. Сама полетела самолетом. Вот тут вот пропорхнула, а у меня как раз куча людей, все. Мамулечка, ну все, поцеловались, все. Проводила я ее вот до крыльца, в машину посадила. Да не езжай ты, не езжай, я... Да что тут ехать, я же быстро. С Питера тебе позвоню. Ну, как обычно, как всегда улетали. Рядом с Наташей летит ее тезка, Наталья Юсько, с 2 детьми и племянником. Обычно ездили поездом, но младшему, Мише, только исполнилось 4 месяца. Из-за него выбрали самолет. Чуть не опоздали на рейс. Машина не заводилась. Я их лично посадила на самолет. Я посадила на самолет, они у меня так и стоят перед глазами, как они ушли вот в этот пропускник, и все. И мы еще стояли, мы не уехали, мы никогда не уезжаем, мы стояли еще целый час и ждали в аэропорту. Мы всегда вот ждали взлета. За 3 дня до катастрофы метеоспутники фиксируют массивную облачность, которая движется к Украине. Пока на ее пути ничего угрожающего. Похолодание и дожди. Накануне катастрофы над восточным побережьем Черного моря зарождается еще один вихрь. На рассвете сильнейшая гроза обрушивается на Запорожье. К 8 утра она уже громыхает в районе Донецка. Но затем на несколько часов все стихает. Стихия словно опробовала силы, собирая их для главного удара. Уважаемые пассажиры, авиакомпания Пулково заканчивает регистрацию билетов и оформление багажа на рейс 612 до Санкт-Петербурга. Устроим для снижения. Ну, совершенно спокойно, голос прошли регистрацию. Все, сейчас будем садиться скоро. Я еще предложил, я говорю, может быть, нам такси заказать? 185 снижаюсь. Шасси выпущено. Посадка готова. 185. Посадка разрешена. В час дня Ту-154 пулковских авиалиний прилетел в Анапу из Петербурга рейсом номер 611. Стандартный осмотр, уборка и обратно в Петербург. Рейс номер 612. Если проанализировать этот полет дневной, летом, выполнили спокойно, долетели до Анапы, пролетели по всем точкам, по которым нужно лететь обратно. Также принимали решения. Судя по всему, атмосфера не настораживала, ничего не настораживал экипаж. Место второго пилота занимает стажер Андрей Ходневич. Только год как закончил с красным дипломом университет. Налетал 2 часа 50 минут с инструктором без пассажиров. И еще час аэродромной тренировки перед вводом в строй. Андрей один из самых молодых в пулковском авиаотряде. Пошел в пилоты по стопам отца и старшего брата. Этот полет для него не просто летная практика. Это возможность продолжить семейную традицию. Летчик постепенно ведь приходит в левое кресло. Вначале приходит правое кресло, летает там достаточно долго. Извините, одним местом чувствуют все, 6 степеней свободы. И не всякий пересаживается в левое кресло. У нас есть вторые пилоты в авиакомпании, которым 50-60 лет. Это вечный второй пилот. Он никогда командиром не станет. Командир первого класса Иван Карагодин знал Андрея. Тот вырос на его глазах. Их семьи дружат уже много лет, и будущее молодого пилота для Карагодина не менее важно. В этом рейсе он не просто командир, он инструктор по вводу в строй. Ему предстоит в условиях обычного рейса научить стажера самостоятельно управляться с тяжелым лайнером, контролируя буквально каждое движение, и быть готовым в любой момент вмешаться в ситуацию. Иван Карагодин был не новичок в авиации. И, конечно, выбирая определенный маршрут,
он подразумевал, что он с этим справится. И, честно говоря, насколько я знаком с материалами расследования, никаких инструкций по ведению самолета, по его пилотированию он не нарушал. Экипаж усилен вторым пилотом Владимиром Онищенко, в прошлом чемпион России по пилотажному спорту. Но в правом кресле пилот-стажер. С утра местные новости предупреждают о приближении холодного фронта. Хотя его заметно ослабит долгая засушливая жара на территории Украины, метеорологи обещают понижение температуры на 2-3 градуса. Вместе с долгожданной прохладой он несет к сочинскому побережью грозовые ливни. В Анапе к вечеру ждут небольшой дождь. На Украине грозу с градом и сильным ветром. Гроза 22 августа в районе Донецка отличалась от обычных гроз несколькими элементами. Прежде всего, в районе Донецка был, как мы говорим, холодный фронт. Этот холодный фронт разделял две воздушные массы с разными температурами. Температура в теплом воздухе была плюс 31. Температура в земле. Температура в холодном воздухе была плюс 19. Так что, во-первых, на фронте был очень большой перепад температур, и, во-вторых, было очень тепло, раз холодный воздух был такой теплый. И, как говорят в таких случаях, здесь не надо ходить к колдуну, здесь обязательно будут очень сильные грозы со шквалистым усилением ветра, чаще всего даже и с градом. И высота верхней границы облаков должна быть очень и очень высокая. То, что и было на самом деле. Эта высота облачности станет одной из главных загадок рейса 612. Как мог пилот с 20-летним стажем повести самолет на грозу, преодолеть которую технически не в состоянии? Экипаж, принимая решение на вылет, получает метеорологическую информацию у синоптика, получает ориентационную информацию по всей трассе. И если где-то что-то его настораживает, он имеет право, полное законное, получить дополнительную информацию. В случае того, что если полет невозможно выполнить безопасно, командир корабля имеет полное право либо отложить рейс, как это бывает, либо выполнить полет по другой трассе. В 3 часа по московскому времени самолет занимает место на взлетной полосе. Загорается табло «Не курить, пристегнуть ремни». Пассажирам сообщают, что через 2 часа 40 минут они будут в Петербурге. Температура в аэропорту прибытия 20 градусов. Полет пройдет на высоте 11 тысяч метров. К этому моменту температура на эшелоне от минус 55 градусов по Цельсию подскочила до минус 37. Для такой высоты жара. Воздух разрежен больше обычного. Но здесь, на Земле, этой информации еще нет. Я первое, что сделал, буквально через час после катастрофы, да, обзвонил ребят, которые летали по этому же маршруту в этот же день. Сказал, есть какие-то там нюансы? Они сказали, есть. Я говорю, какие? Они говорят, туда шли температуры минус 55, обратно шли температуры минус 37. А когда вот он полетел, уже было минус 34. То есть это такой мощнейший выброс тепла на высоты 12 километров и выше. Это значит, холодный фронт вплотную подошел к Донецку, вытесняя горячий воздух. За полчаса температура на Земле упадет на 9 градусов. Гроза неминуема. Причем такой силы, которая в этих широтах случается раз в десяток лет. Сильнейший ветер, град, тропический ливень, облачность, через которую не пробивается спутниковый сигнал. Самолет перед этой стихией бессилен. Но этот грозовой фронт только начинает формироваться, когда у стоек в аэропорту регистрируют последних пассажиров. Большинство из них еще живет теплым морем, ласковым солнцем, свежим ветерком. Служба безопасности бдительно осматривает багаж на наличие запрещенных предметов. Среди возвращающихся домой курортников выделяется немолодая женщина без багажа. В руках только фиолетовая сумка, ручная кладь, в которой Раиса Скачкова везет 2 миллиона рублей. Сын решил обосноваться в Петербурге. Пришлось продать дом в Анапе. Когда сюда приехали, нам была выделена квартира 4-комнатная. Вот они решились опять же продать эту квартиру, построить дом. Сами строили, папа и мама. Дали жилье мне. И потом вот их была мечта, что мы себе строим более меньший уже дом как-то
в чем-то себе отказываем. А главное, приобретаем жилье брату. И для брата на покупку его квартиры в Санкт-Петербурге мама везла с собой 2 миллиона рублей. Мы должны были их внести 23 числа утром. Поэтому как бы дата была вот 22 августа, она летела уже. Специально приобретался билет, чтобы 23-го она с деньгами была там. Рейс внутренний, деньги не декларируют. Не найдут их и на месте крушения. Увесистая пачка купюр исчезнет бесследно, не оставив даже пепла. Удивительно, но из служб безопасности аэропорта Анапа никто так и не вспомнит ручной клади с деньгами. Это еще одна загадка рейса 612. 160 билетов, это кресел было, так загрузка была 170. У стойки доплаты за перевес багажа вырастает очередь. У многих пассажиров багажа больше положенных по норме 20 килограммов. Обычная для курортного сезона картина. За полчаса до вылета наземные службы заканчивают осмотр. Двигатели и топливо в норме. По расчетам, к моменту катастрофы самолет весил не менее 85 тонн. Максимальная высота при такой загрузке – 12 100. Возможность для маневра очень ограничена, даже в идеальных условиях. На земле, они уже на земле договорились, что они будут занимать 390 либо 400 эшелон, то есть 12 тысяч, а Ту-154 рассчитан на высотах не более 12 100. То есть он, в принципе, не нарушает ничего, уже принимал решение. То есть ему сказали, что да, там гроза по маршруту, но она всегда по маршруту бывает. Но если он брал 400 и 390 эшелон, да, то есть он был уверен, что он ее просто перепрыгнет. Ну, не то, что перепрыгнет, а пролетит сверху ее. Волковский 612. Анапа, старт. В 15 часов 3 минуты по московскому времени рейс номер 612 вылетел из Анапы. Кроме экипажа на борту 160 человек. Среди них 45 дети не старше 12 лет. Скажу, теперь на всю жизнь у меня остались 2 фразы. Первая – это мамина из накопителя, что все, котик, регистрацию я прошла, все нормально. Держитесь, не оставляйте папу. Что-то хотела тебе еще сказать? Опять забыла. Как прилечу в Питер, сразу наберу. И вторая фраза папы, когда я очень весело взяла трубку, ну так скажем, вроде бы все у нас уже разрешилось, и звонок папы. Буквально металлическим голосом сказала: Оля, ну что, все, Анапа, Питер разбился. Произвел посадку рейс авиакомпании «Аэрофлот» номер 702 из Анапы. Когда самолет только готовится к взлету, в Москве заходит на посадку другой Ту-154, тоже из Анапы. Экипаж изменил маршрут и обошел грозу на высоте 12 100 метров. Информация о погоде есть. Район катастрофы находится в радиусе действия сразу 3 метеорадиолокационных станций – в Харькове, Донецке и Запорожье. Значит, диспетчеры должны были получить сводку и по правилам должны были передать ее экипажам. Команду самолетом дает диспетчер. А мы занимаемся обслуживанием, метеообслуживанием. И поэтому мы можем дать диспетчеру дополнительную информацию о опасных зонах, о зонах, куда, так сказать, нельзя лететь, о зонах, где идет грозовая деятельность, это мы можем. А окончательное решение принимает уже диспетчер, руководитель полета. Прогноз – ключевой момент в оценке событий. Если синоптик сообщил о грозовом фронте высотой 13 километров, действия экипажей становятся непонятными. Диспетчеры докладывают метеосводку, но рейсы продолжают вылетать по расписанию. Ну, естественно, ни один командир воздушного судна, ни один пилот не поведет воздушное судно в грозу. И абсолютно очевидно, во всяком случае для меня, что Иван Карагодин не обладал информацией о том, какова высота грозового фронта. Он при вылете обладал информацией о том, что впереди есть грозовые облака. О том, что стоит фронт, ему высказано не было. В нашем распоряжении уникальная запись. Голоса погибшего рейса, записанные за несколько минут до катастрофы. В кабине обычный разговор.
Экипаж обсуждает премии за июль. Существенная часть зарплаты пилотов – денежное поощрение экономии топлива. Еще и поэтому российские пилоты Ту-154 часто выбирают такие высокие крейсерские эшелоны. При полете на 10-11 километрах сгорает меньше керосина. По словам тех, кто знает ситуацию изнутри, премия за экономию топлива – расхожая практика. Несколько предприятий выработало правила игры. Один летчик не азартен, не соглашается, и получает свои, условно говоря, 50 тысяч рублей. Да? Другой летчик азартен, у него получается, да? Он принимает условия игры за экономию топлива. В Пулково где-то делится где-то 50 на 50. Это просто зависит от человека. Это не значит, что человек плохой или человек хороший. То есть, если ему предложили, то есть он волен выбирать. Ну, кто откажется, допустим, если оплата идет порядка 20 тысяч рублей на человека? В Анапе самолет не заправляется. По расчетам, на обратный путь оставалось не больше 18 тонн. Хватит, чтобы долететь. Если вернуться, понадобится дозаправка. Потеря времени – возможная потеря премии. Но главное, всего час назад грозу обходили на высоте 12 километров. Для Ту-154 задача не из самых сложных. Ту-154 никогда не боится грозы. Это очень сильная машина, сейчас немножко, конечно, устаревшая, да, и по статистике, если поднять статистику, там процент, может быть, 1,5% возврата по грозе. Рейс 612 уже приближается к Донецку, когда на земле объявляют о задержке рейса Стамбул-Донецк. Боинг 737 развернулся и ушел от грозы на промежуточный аэродром в Турцию. 11 200 метров для него потолок, меньше, чем крейсерский эшелон Ту-154М. Если летчик на своем локаторе видит грозу, то он должен обходить этот грозовой очаг на расстоянии не ближе 15 километров. И что касается обхода облака сверху, то самолет имеет право обходить облако, пролетать над ним на расстоянии не менее 500 метров от верхней границы облаков. Этот тренажер в точности соответствует кабине Ту-154. За 10 дней до катастрофы здесь проходил тренировку командир экипажа Иван Карагодин. По-моему, у него была просто ежеквартальная тренировка. Она включает в себя заходы в сложных метеоусловиях с помощью этих, как говорится, переключателей. Мы устанавливаем различные погоды. Прежде чем стать инструктором, Артур Дубровин налетал на Ту-154 12 тысяч часов. Этот самолет он знает досконально. С его помощью мы попытаемся восстановить последние минуты рейса 612, так, как их зафиксировали бортовые самописцы. Через 30 минут после начала полета командир пытается резко набрать высоту. Через 6 секунд срабатывает сигнализация критического угла атаки. Этот прибор показывает текущий угол атаки, нижняя стрелочка. Если держишь 400 по прибору, тем этот угол будет больше на высоте, в связи с тем, что там более разряженный воздух. После 17 градусов начинается срыв потока с крыла, подъемная сила крыла резко падает, и самолет не может выполнять полет. Если он в горизонтальном полете шел, он начинает снижаться. Сотрудники кафедры авиационной метеорологии под руководством профессора Олега Богаткина изучили погодные условия в момент катастрофы. По их данным, верхняя граница облаков была на 13 километрах. Но воздух так сильно прогрет и разряжен, что отдельные выбросы могли достигать и 17. При такой неустойчивости развитие атмосферных процессов происходит очень быстро. А раз это происходит очень быстро, то вот такой вихрь, вот такое мощное облако могло образоваться за час, даже быстрее, за 30 минут. И ведь это написано 11:30 по Гринвичу. По местному времени это 15:30. Это время, когда наблюдается максимальный прогрев земной поверхности. Это время, когда наблюдается максимальное развитие грозовой деятельности. И вот самолет попал как раз
в зону влияния вот этого вихря, который там и образовался. Экипаж добавляет мощности и увеличивает угол атаки. Температура за бортом минус 38 градусов. При весе в 85 тонн самолет уже достиг потолка – 11 555 метров. Долгих 30 секунд командир безуспешно пытается набрать высоту. Первая секунда – это лев вперед, поскольку они приняли решение все-таки там по экономии топлива, да? Вот. Вторая секунда, они, конечно, сообразили, что надо влево-вправо обходить, да? Вот. Третья секунда, значит, возвращаться на аэродром вылет или на запасной аэродром, на ближайший уходить. То есть я рассказываю, как вот развивалась бы логика. Значит, влево-вправо выходить бесполезно. Это фронтальная гроза, которая может идти более 200 километров влево-вправо. Вот. Ну, то есть больше просто затрат будет топлива, нежели даже если вернуться. Вот. Вперед не знаем, что впереди происходит. То есть я просто психологию объясняю человека, да? Вот. Ну, вроде бы они попали в очень сильный очаг. Вот, допустим, вот 32-я минута и 33-я минута, когда их начало трясти, да? Вот. Назад возвращаться. Конечно, надо было назад возвращаться. Но, опять же, я говорю, вот, у меня нет цели оправдать человека, у меня цель понять. 10 июля 1985 года в 30 километрах от Учкудука разбился летевший в Ленинград Ту-154. Экипаж рейса 7425 хотел побыстрее набрать высоту, резко подняв полностью загруженный самолет на 11,5 километров. Сигнализацию критического угла экипаж отключил, чтобы та не раздражала своим звуком. Они набирали высоту, на эшелоне шли 11600, значит, набирали этот эшелон, значит, очень на большом угле атаки, когда, значит, набегающий поток в двигателе попадает под углом. Значит, это нерасчетный режим работы двигателя, то есть называемый помпаж. Если начинается помпаж, рост температуры, вот механик, приняв этот помпаж, за помпаж выключал двигатели даже в наборе высоты. Они очень быстро поэтому теряли скорость. И, значит, пытаясь удержать высоту, раз прибор этот был выключен, они не оповещались звуковой и световой сигнализацией. И достигли именно момента критического угла атаки, после которого свалились. Гибель рейса 612 многим напомнила трагедию 20-летней давности. Судя по расшифровке, экипаж пытается найти проход в облаках, но безуспешно. Командир запрашивает у диспетчера разрешение подняться на 11 900 метров. В следующее мгновение лайнер резко теряет высоту. Сотни метров за пару секунд. Самолет подошел к очагу грозового фронта. Когда сравнительно рядом наблюдается сильный восходящий ток и сильный нисходящий, получается завихрение. Вот эти завихрения приводят к тому, что на высотах могли образоваться вихри, размеры которых составляют сотни метров. А вот где они образуются? Как будет направлена их ось? Или вертикально, или наклонно, или горизонтально? Теория на этот счет молчит. То есть, теории образования таких вихрей нет. Исследования в этом направлении не проводятся. А образовавшийся вихрь – это же воздушная масса. И вот эта воздушная масса может перемещаться самостоятельно, независимо от облака. Это как смерч. Этот смерч с огромной скоростью вращается в горизонтальной плоскости на высоте 12 километров. Над Донецком бушует тропическая гроза с ливнем и градом. Самолет влетел в самое пекло. Волей-неволей заходили в такую облачность. Так вот, я вам скажу, на 900 метров я зашел в эту облачность. Меня жевало, в разные стороны кидало.
Самолет неуправляемый был. Потом пожевал его облако и раз и выплюнул в сторону. Дай бог, чтобы не на землю. Через 6 секунд самолет кидает на 100 метров вверх. Вновь срабатывает аварийная сигнализация. Слишком задран нос в попытке удержать самолет на высоте. В кабине, значит, я вам показываю, значит, эта стрелочка смыкается с сектором красным, который вот выдвигается отсюда. И в этот момент, значит, загорается табло и сирена. Будет сирена. Значит, экипажу необходимо срочно отдать штурвалы от себя в течение даже полсекунды-секунда. Иначе может оказаться поздно. Если отклонить штурвал от себя, самолет резко пойдет вниз. Парадокс, но в такой ситуации это единственный способ набрать скорость и удержать самолет. Опоздание даже на полсекунды грозит неуправляемым падением. Эти действия отрабатываются до автоматизма. 4 раза в год каждый член экипажа проходит курс на тренажере. Именно тренажер позволяет попадать в грозу. Именно тренажер позволяет отрабатывать элементы, связанные не только с обходом грозы, но и с управлением другими бортовыми системами, такими как, например, силовая установка, очень важный элемент. В реальном полете этого отработать невозможно, поэтому весь мир учится на тренажерах. В 15 часов 35 минут сильный нисходящий порыв вынуждает отключить автопилот и тянуть штурвал на себя. Но самолет уже не спасти. Через 20 секунд двигатели начинают захлебываться. Самолет подкидывает на высоту 12 794 метра. Они падать начали в конце 35-й минуты. А все развивалась страшная ситуация от 32-й. То есть вот у них был запас практически 3 минуты. В эти 3 минуты им нужно было принимать решение. Вот, конец 35-й и 36-я минута, вот конец 36-й минуты они уже свалились окончательно, все, сползли. Но при этом они боролись, они где-то вот 37-я и 38-я минута, 2 минуты, да, это были осознанные падения. То есть люди падали, понимая, что уже вылезти практически невозможно. Борьба была 32-я и конец 36-й минуты. Вот в эти минуты надо было, конечно, принимать решение. В следующее мгновение лайнер срывается вниз. 112, я вас не понял. Скорость какая? Скорость какая? Скорость какая? Этот вопрос останется без ответа. Самолет сваливается на 10 километров вниз. Тянутся долгие 35 секунд тишины. Они не осознавали, что падали, но они отключились все. Ведь это резкое падение с 12-километровой высоты. Я считаю, что, видимо, у кого-то инфаркт, у кого-то инсульт. Я живу и всегда каждое утро спрашиваю, ну как же ты там, как вы падали, как вы себя чувствовали? Возможно, экипаж и пассажиры на время потеряли сознание от скачка перегрузок и пришли в себя, когда падение ненадолго замедлилось. Невозможно представить, что происходило в эти последние секунды. Полные страха глаза детей, которые не знают, что несутся навстречу гибели. Люди, вцепившиеся в кресло в надежде на спасение. Пилоты, отчаянно вытягивающие лайнер. Вот где курс там была, дитё, мужчина, они уже были желтые. Восковые. Иван Захаров и Анна Габитова с дочкой Александрой. Это их последние семейные кадры. Здесь Саша сказала первое в жизни слово «папа». Юсько Юлия Витальевна, 13 января 96 года. Моя дочь. Юсько Наталья Семеновна, 27 августа 76 года. Да, моя сестра. Базалева, ну она Базалева, Наталья Семеновна, да. Базалев Владимир Алексеевич, значит, 7 апреля, какого получается? 2000 года, 2001 года, да. 7 апреля 2001 года. Да.
значит, и Базелев Михаил Алексеевич. Когда Мишка родился? 18 апреля, да, я все путаю, вот апрель, тоже апрельский. Они прилетели в Анапу 4 августа 611-м пулковским рейсом. На выходе из самолета Миша заглянул в кабину. Там был тот же экипаж. Командир Иван Карагодин подхватил ребенка и посадил в свое кресло. Через 18 дней судьба снова сведет их на борту того же самолета. Мише к этому моменту исполнится 4 месяца. Вот тут вот под этой маслиной пилот, такой крупный, ну, как, по-нашему, как сержант, трыничный. Да. Потом, ну там, как сказали, потом все, а тут вот там, где крест стоит, там как раз подполковник. Вот. Еще у него паспорт был, и дочки, и жены. Там, вот этот подполковник, как раз где крест, вот там лежал подполковник. Пилотская кабина. Командира корабля Ивана Карагодина нашли здесь, где сейчас установлен крест. Правой рукой он сжимал штурвал. Сжимал с такой силой, что сломал пальцы еще до того, как самолет разбился о землю. Когда уже высота была 2000 метров, он уже понял, что самолет неуправляемый. Вот, и пытался его выводить из этого плоского штопора. Значит, если он делал обороты вокруг собственного хвостика, да, то это значит, экипаж работал ногами. Пытался свалить его в крен, там, в левый, в правый, там, пытался, ну, хоть как-то на управление повлиять, чтобы набрать скорость. Скорость – это спасение в этой ситуации. Ту-154 – сложная аэродинамика, поэтому не повезло. Не хватило ему времени для реакции. А когда с 2000 метров, это, по сути дела, там 2 минуты, там практически уже невозможно. Еще почти минуту самолет кружил над поселком в неуправляемом падении. Диспетчеры Донецка успели получить сигнал бедствия. Затем рейс 612 пропал с экранов радиолокаторов. Его так разворачивало то в одну сторону, то в другую сторону. Его сам зад, хвост самолета его носило в одну сторону и в другую сторону. Он вот так падал, как, ну, я не знаю, как листик, да. Как лист осенний, вот так его качало в одну сторону, в другую сторону, его разворачивало неестественно. Через полчаса после катастрофы на табло зала прибытия в Пулково вдруг погасла строчка «Анапа, Санкт-Петербург». Этого никто не заметил, встречающих еще не было. Вскоре строчка вновь появилась с отметкой «Задержка». Я немножко опоздал из-за работы. Вот. Где-то приехал минут через 20 после его, якобы посадки. Прошел, написано, что рейс задерживается. Пошел в справочную, там сказали, что все нормально, у вас неправильная информация, что самолет вылетел, он в полете, все хорошо, и в 20:00 он будет здесь. Через 2 часа после катастрофы невозмутимый женский голос попросил всех встречающих рейс 612 собраться вместе. Мы узнали об этом в 17:15. За 10-15 минут до того, как он должен был сесть. В 17:30 примерно всех в аэропорту, встречающих рейс 612 Анапа-Санкт-Петербург, всех приглашают наверх в кинозал на 3-й этаж. На стеклянных дверях конференц-зала белели листки с фамилиями пассажиров. Несколько минут люди молча стояли перед этими списками. Еще теплилась надежда на чудо. Спросили, кто у меня там был. Я говорю, у меня летела мама. Он говорит, мама, да, ладно. Все нормально будет. Там, пару лет назад упал так же самолет. Все выжили. Не беспокойся, ничего, все, иди домой. Мы тебе позвоним. Через несколько минут на телеэкране в зале замелькала заставка 6-часовых новостей. Тишину разорвал первый крик. Местные жители, добежав до места падения, пытались хоть кого-то спасти.
Безуспешно. Все пассажиры и экипаж рейса 612 Анапа-Санкт-Петербург погибли. Следом полетел тоже на Питер самолет, благополучно долетел и приземлился буквально через полчаса. Минус эту грозу, как говорят, и все на свете. Ну, это все, как мы поняли, это просто человеческий фактор. Через 10 дней летные экипажи получили официальное предписание повторно изучить способы выхода из режима сваливания. Многие восприняли это как косвенное признание ошибки погибших пилотов. Истинные причины трагедии, возможно, так и останутся тайной. Мы сколько раз приезжаем, через неделю, в ту прошлую неделю мы не были, а так мы сюда приезжаем и просто наблюдаем. Молодежь приезжает, пытаюсь разговаривать, они говорят, нет, вас, я говорю, кто-то погиб? Они, нет, мы просто приехали посмотреть и понять то, что случилось, пережить вместе со всеми эту трагедию. На 40-й день родственники пассажиров установили на месте трагедии крест. Как принято верить, именно в этот день души умерших возносятся на небеса.